Так, придя в Большое Голоусное и отобедав там бурятскими козами, мы отправились на пристань. Буквально минут через 10 подошел небольшой катер и начал разгружаться. Я рискнул спросить, не ездит ли он в бухту Песчаную. Хозяин катера скромно улыбнулся и ответил, что ездит, но возит только своих знакомых. Однако сейчас он собирается ехать еще один раз, чтобы забрать оставшихся там товарищей, поэтому может подвезти и нас. Обошлось нам это удовольствие в 2000 рублей за двоих, что в принципе недорого по местным меркам. Можно даже сказать, что нам крупно повезло. Зато мы сэкономили несколько дней и силы, полюбовались высокими берегами Байкала, которые в очередной раз натолкнули нас на мысль сплавиться по озеру в будущем. Проехав бухту Песчаную, катер свернул за мыс Большой Колокольный и высадил нас в бухте с названием Бабушка. Она оказалась намного уютнее и симпатичнее Песчаной, поэтому мы с удовольствием расположились здесь, а Песчаную решили посетить в другой день, поскольку уже вечерело. В бухте Бабушка было довольно людно, но никто никому не мешал. Все наслаждались красотой этого места, отдыхали, а кто-то даже не побоялся холодной воды и с удовольствием купался. Из поселков с противоположного берега сюда доставала сотовая связь. Хоть интернет и работал с перебоями, что-то почитать и написать сообщение удавалось. Хорошенько выспавшись, на следующий день мы отправились на первый мыс, расположенный слева от нашей стоянки. Это мыс Дед. С его вершины открывается отличный вид на бухту Бабушка, Приморский хребет, окрестные скалы и последствия пожара, бушевавшего здесь несколько лет назад. На Ютубе я нашел ролик, снятый в это время. Там хорошо видно, как горит лес, масштабы пожара и как его тушили при помощи самолета. Думаю, многим будет интересно посмотреть эти кадры, поэтому оставлю ссылку на это видео в описании. Тогда огнем было уничтожено около 2000 гектаров леса. Но есть и хорошие новости. Во время поиска информации о пожаре мне попалась статья, в которой говорится, что в 2022 году на месте сгоревшего леса высадят новый. Мертвые сухие деревья будут вывезены, а на их месте появятся саженцы сосны и лиственницы. На северо-западе с мыса можно разглядеть еще один кордон Прибайкальского национального парка с домиками для туристов. Ну а мы идем дальше. С противоположной стороны бухты Бабушка находится мыс Большой Колокольный. Через него проходит тропа в сторону бухты Песчаной, а на смотровых площадках мыса любят фотографироваться туристы. Пейзаж здесь действительно сказочный. Кажется, будто это не озеро в Сибири, а пляж на берегу Черного моря. Не без труда забравшись по скалам на вершину Большого Колокольного, в награду мы получили шикарную панораму на обе бухты. Неудивительно, что это место называют Байкальской ривьерой. С противоположной стороны бухту венчает мыс Малый Колокольный. Песчаную, наверное, даже можно назвать визитной карточкой Байкала. Если на каком-нибудь путеводителе или рекламе тура изображен песчаный пляж в объятиях двух каменных скал, в воде у берега стоят яхты и катера, а на песке можно разглядеть необычные сосны, будто пускающие корни выше земли, это с большой вероятностью будет она.
Кстати, о соснах. Так называемые ходульные деревья – одна из самых необычных достопримечательностей бухты. Их корни торчат над поверхностью вследствие того, что ветер выдувает песок из-под них выше по склону. Даже зимой из-за сильных ветров здесь не задерживается снежный покров, поэтому песок заходит достаточно глубоко в лес. В настоящее время осталось всего несколько ходульных деревьев, и их корни, хоть и прекрасны, но не так величественны, как у сосны по имени Олень, некогда здесь растущей. Ее корни были выше человеческого роста, но она не выдержала большого потока желающих сфотографироваться с ней туристов. Что имеем, не храним. Да и сейчас таких желающих не сдерживают даже запрещающие таблички. В бухте Песчаной есть две базы отдыха. Первая на нашем пути – одноименная турбаза, существующая здесь еще с далеких советских времен. Но на момент нашего посещения там затеяли то ли масштабный ремонт, то ли снос старых построек. Вся бухта была буквально завалена различным строительным мусором. В остальном жилые домики могут, на мой взгляд, вызвать ностальгию у старшего поколения. Здесь же, как и в других подобных местах, в больших количествах водятся чайки, которые помимо своего основного источника пищи рыбы, давно не брезгуют отходами с нашего стола, да еще и частенько подкармливаются туристами. Перед следующей базой отдыха тропа поднимается на скалу Жандарм, на которой, естественно, есть еще одна смотровая площадка. Здесь вблизи можно увидеть, как проводится расчистка территории от сухих деревьев, пострадавших от огня. Помимо этого, со скалы можно вновь посмотреть на бухту с высоты, а заодно и на мыс Большой Колокольный. Отвесная стена Жандарма обрывается прямо в воду, и зеленые волны бьются о нее, в очередной раз напоминая теплое море. Здесь нам снова встретились чайки, причем эти были намного смелее и наконец-то подпустили нас поближе. Все время, путешествуя по Байкалу, мы хотели снять этих птиц крупным планом, и наконец подвернулась такая возможность. На одном из камней в воде даже удалось увидеть их птенцов, еще неуклюжих и с оперением защитных оттенков. А это одинокий баклан. Кстати, на мысе Большом Колокольном раньше стоял маяк, к которому вела лестница от домика смотрителя. Сейчас на месте домика находится метеостанция. Между скалой Жандарм и мысом Малым Колокольным приютилась база отдыха Байкальские дюны. Это уже более современная и достаточно дорогая база. Но нам она не интересна, поэтому мы возвращаемся в свою уютную бухту Бабушка.
Продолжив осматривать окрестности Песчаной, мы отправились в сторону небольшого острова Бакланий камень. За мысом Малым Колокольным приютилась небольшая бухта-синичка, так же, как и Бабушка, заполненная туристами. В этот день дул сильный ветер, на озере поднялась волна, а в воздухе повисла дымка. Как мы позже узнали, это были последствия лесных пожаров в Якутии, и с каждым днем плотность дыма и запах гари только усиливались. Тропа на Бакланий камень, хоть и идет в сторону Большого Голоустного несколько километров, более-менее промаркирована и хорошо читается, даже несмотря на то, что местами встречаются завалы из сухих деревьев. Здесь и дальше, как я уже говорил, много горелого леса. Ближе к острову все чаще начинают встречаться и сами бакланы. Последние несколько сотен метров сухостоя становится значительно больше, и завалы следуют один за другим, замедляя наше передвижение. Зато перед самим островом, там, где в воду далеко вдается высокий скалистый берег, можно посмотреть на весь пройденный путь и изумрудный прибой, белой пеной разбивающийся о камни. Вот и бухта Песчаная, уже затянута дымом, и кажется, что до нее не 3 километра, а все 30. Сам остров назван в честь Баклана, но обитает здесь не только он. По некоторым данным, птиц в этом месте не было достаточно долго. Относительно недавно сюда стали возвращаться серебристые чайки, а позже вернулся и большой баклан. Бакланий камень, имевший до этого статус памятника природы, с их возвращением приобрел еще большую ценность с зоологической точки зрения. Считается, что здесь обитает единственная на Южном Байкале колония большого баклана и одна из крупнейших колоний серебристой чайки. Как бы ни было здесь прекрасно, надо идти дальше, и мы отправляемся в сторону Бугульдейки. Снова тропа петляет по горельникам и крутым берегам. За мысом Дед расположилась бухта Дедушка, а следом за ней от небольшого мыса начинается залив, точнее губа Сенная. Ее мы видели как раз-таки с мыса Дед пару дней назад. Несмотря на сложный рельеф, расстояние в 2 километра преодолевается достаточно быстро. Благо, что и люди здесь еще бывают часто, и тропа нахожена. На берегу губы Сенной находится один из кордонов Прибайкальского национального парка, на территории которого действует база отдыха. На наших глазах происходила смена отдыхающих. Остановились тут на непродолжительный отдых и мы, поскольку полуденное солнце принялось со всей силой нагревать окружающий воздух, а жара быстро отнимала наши силы. После открытых ветрам склонов и полян тропа стала углубляться в лес, что только усугубило наше положение. В лесу воздух бездвижен, поэтому духота ощущается гораздо сильнее. На одной из стоянок, увидев деревянную скульптуру, я сказал, что она своим видом точно передает мое состояние. Здесь находится бухта Сухая. Она тоже была заполнена туристами и рыбаками. Ну а после нее начинается большой подъем по такому же жаркому сосновому лесу. Перевал, через который проходит тропа в этом месте, получил название Пыхтун, и оно о многом говорит. Расстояние от Сухой до заброшенного поселка Харгино 4 километра, а шли мы их больше 2 часов. Иногда даже было ощущение,
что нас хватит тепловой удар, но вроде все обошлось. В Харгино нас встретил звонкий лай собак. Как оказалось, здесь тоже находится одна из туристических баз Прибайкальского национального парка. Когда мы устроились на обед на хорошей оборудованной стоянке на берегу озера, к нам подошел и егерь. Жизнь в одиночестве, видимо, сильно влияет на людей, так что он принялся рассказывать нам различные истории из жизни в уединении, а потом и вовсе рекламировать базу отдыха и вовсю уговаривал нас остаться здесь на ночлег. Даже предлагал баню. Но все эти услуги не бесплатны, а мы не любители такого отдыха, поэтому пришлось вежливо отказать. После обеда и отдыха мы прошли еще пару километров и остановились на ночлег в паде Малой Песочной. Стоянка здесь просторная, находится на высоком берегу, а в небольшой бухте раскинулся уютный песчаный пляж. Судя по всему, это место облюбовали местные рыбаки. Следующий день выдался солнечным и ветреным. Идти стало немного тяжелее. Во-первых, участок между Большим Голоустным и Бугульдейкой чаще всего проходят более подготовленные туристы с опытом многодневных походов. А во-вторых, национальный парк сюда еще не добрался в плане обустройства тропы. Так что тропа в этих местах оставляет желать лучшего. Здесь она чаще проходит по отвесным склонам, и иногда, глядя на несколько десятков метров вниз, начинаешь испытывать, если не страх, то беспокойство точно. Пройдя около 5 километров, мы подошли к зимовью, расположенному в устье ручья Дыроватого. К этому времени солнце опять стало припекать так сильно, а на нас накатила такая усталость, что, подумав, мы решили сегодня дальше не идти. Ручей оказался пересохшим, а высокие волны Байкала подняли со дна водоросли и песок, поэтому Вика совместила купание с попыткой набрать чистой воды в нескольких метрах от берега. Не с первого раза, но у нее получилось. Зимовье было закрыто, а стоянка рядом с ним заросла травой. Но я нашел косу и расчистил нам место под палатку. Вечером после купания и хорошего отдыха мы попытались пробраться к скале Дыроватой, но сложный прижим и высокая волна сделать нам этого не позволили. Еще с вечера погода стала ухудшаться, а с утра периодически начал моросить дождь. Идти было еще сложнее. Ноги все чаще соскальзывали с мокрых камней и тропы. Вскоре нам встретилась группа девушек, идущих с противоположной стороны. Мы поинтересовались у них о том, что нас ожидает дальше и будет ли тропа еще хуже. К сожалению, они подтвердили наши опасения, и мы морально начали готовиться к худшему. Еще и дождь серьезно подрывал настроение. Но на наше счастье оказалось, что самые сложные и страшные участки мы уже прошли.
А после преодоления не самого серьезного прижима мы начали замечать, что идти постепенно становится все легче и легче. Рядом с мысом Красный Яр нам встретился необычный памятник. 2 августа 1983 года в 2 километрах от берега произошло кораблекрушение. На озере во время сильного шторма теплоход перевернуло порывом ветра, и 7 человек навсегда оказались погребены под сотнями метров воды. Ближе к вечеру мы подошли к большой стоянке с зимовьем. Судя по всему, место это пользуется спросом как у туристов, так и у рыбаков. Есть кострище, походная баня, стол со скамейками, а в небольшой избушке вполне можно переночевать вдвоем. Отсюда уже видна Бугульдейка, но останавливаться здесь мы не стали. Подумали, что может кто-нибудь нагрянуть и нарушить наш покой. Поэтому пошли дальше. И, наверное, зря, потому что больше в этот день хороших стоянок нам не попалось. В итоге остановились на мысе Белом, где был более-менее подходящий для установки палатки берег. Но было также много камней, корней и муравьев, которые залезали во все вещи. Вот и настал последний день нашего путешествия по Большой Байкальской тропе. Проснулись сегодня мы пораньше. Выпив чаю, практически без завтрака, чтобы не тратить время, поспешили в Бугульдейку. До нее оставалось чуть более 13 километров. Через некоторое время пришли на хорошую оборудованную стоянку. Ближе к поселку их становилось все больше. Пока отдыхали, на озере заметили водников. Пару дней их совсем не было видно. То ли так совпало, то ли они пережидали ветер, который поднимал в эти дни высокую волну. Примерно за 4 километра до Бугульдейки есть прижим. Мы прошли его без труда, но можно найти информацию о том, что так везет не всегда и не всем. Кто-то его проходит по колено в воде, а кто-то и по пояс. Так сильно колеблется время от времени уровень воды в озере. Перед поселком тропа начинает разбиваться на огромную сеть тропинок. Это коровьи тропы. Как они ходят по таким склонам и не падают, для меня, наверное, останется загадкой. В поселке, естественно, много отдыхающих, но меньше, чем было в Большом Голоусном. Ближе к береговой линии домов почти нет. Пройти до них пришлось еще пару километров. Зато коровам езди разгуляться, и непонятно, зачем они суются на те крутые склоны. В одном месте, совсем рядом с дорогой, мы увидели сусликов, суетившихся возле своих нор. Эти забавные зверьки приковывают к себе внимание, поэтому пришлось остановиться, чтобы их поснимать.
В Угульдейке в первую очередь мы пошли в магазин, купили себе перекусить и попытались узнать у продавца, есть ли у нее знакомые, сдающие жилье. Нам надо было здесь только переночевать, ну и душ был бы хорошим дополнением. Обзвонив нескольких человек, нас отправили в гостевой дом на улице Пушкина. Взяли здесь по 1000 с человека, хоть и за 4-местный номер. Душ тоже прилагался. На этом наше путешествие по Большой Байкальской тропе окончено, а завтра мы отправимся на остров Ольхон.